Здравствуйте! Сегодня я хочу рассказать и показать, как связать вот такой 3D узор, который можно использовать для вязания ковриков или пледов. Вот, если его повернуть так, то видны пирамиды усеченные. Если так повернуть, то уже другой узор. Вязала из пряжи для ручного вязания. Это стопроцентный полипропилен. В данном мотке 50 грамм. Как вы видите, гладить нельзя и стирка ручная. На такой коврик у меня ушло всего 3 мотка пряжи этой. И то даже осталось. И вот от таких 3 мотков вот у меня осталось. Так что почти неполных 3 мотка ушло. Значит, коврик у меня получился следующих размеров. В ширину 33 сантиметра и в длину 49 сантиметров. Так, значит, в ширину у меня 4 квадрата и 6 квадратов у меня в ширину. Естественно, что этот коврик будет скользить. На обратной стороне клеевым пистолетом наносим зигзаги, полоски. И когда высохнет клей, уже скользить не будет. И этот же узор я связала из акрила. Вот они, пирамиды усеченные. А вот так другой узор получается. Вот так на обороте. То есть хвостов не видно. Они все заделаны в обвязку. Расскажу, как сделать обвязку, чтобы полотно не скручивалось. В связи с тем, что это все-таки лицевая гладь, полотно закручивается. Вот. Расскажу, как делала обвязку. Кстати, цветовую гамму можно подобрать еще, допустим, в красных тонах. Взять здесь вот более светлый красный, здесь более темный. Но белый все равно оставить. Ну, попробуйте, может быть, сюда какой-то другой цвет можно использовать. Пробуйте, фантазируйте. Вязать я буду тунисским крючком. 3,5 миллиметра. Теперь берем нитку, которую вы выбрали, делаем петлю. И считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Далее в петлю крючок
и вытягиваем новую петлю. Я ввожу вот сюда вниз, чтобы петля не вытянулась. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Теперь берем нить другого цвета. И вот сюда в последнюю петлю вывязываем петлю другого цвета. И теперь затягиваем. Дальше. Эту петлю провязываем. Затем берем другой цвет, основной, и провязываем 1, перемещаем нитки, перекручиваем и провязываем еще один раз. Для чего перекручиваем нитки? Чтобы вот нить другого цвета встала вот над этим столбиком тунисским. И дальше закрываем. И так закрываем до конца ряда. Вот закрыла я ряд. И снова набираем петли. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Теперь берем нить другого цвета, провязываем 1, и вот так за полную петлю. Первый ряд трудноватый будет. Вот. Вторая. Закрываем 1, 2. Поднимаем светлую нить, провязываем 1 и обязательно надо перекрутить. 2. Давайте еще раз покажу. И вот видите, у нас эта нить встала над следующим столбиком светлым. И теперь опять закрываем, как обычно.
до конца ряда. Закрыла я ряд до конца. И опять набираем петли. Сейчас я вам последний раз покажу. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, а этот столбик провязываем другим цветом. 16, 17. И вот здесь сбоку 18. Закрываем. 1, 2, 3. Поднимаем светлую. Провязываем. Перекручиваем. И еще раз провязываем. И темная нитка встала вот над этим столбиком. И дальше закрываем основным цветом до конца ряда. Довязал до конца ряда. И дальше вы вяжете точно так же. То есть прибавляете темный цвет на один столбик больше в каждом ряду. Когда у вас останется 8 петель, я вам покажу, как вязать дальше. Значит, вяжите пока самостоятельно, и потом будем вязать вместе. Вот о чем я вам говорила. Осталось у меня 8 петель. 1, 2, 3, 4 голубого цвета. И 1, 2, 3, 4, 5, 10 петель синего цвета. Закрываем одну петлю. Далее по 2 петли. Теперь мы точно так же перекручиваем. И еще раз перекручиваем. То есть мы эту нитку подогнали над этим столбиком. Вот над этим. Вот она. Далее закрываем. А последний столбик закрываем нитью белого цвета. Теперь голубую перекручиваем с белой. И набираем белым цветом 2, 3, 4, 5, 6, 7. Здесь вот так перекручиваем. И вяжем синим цветом.
Вяжем до конца ряда. Теперь смотрите, поскольку это лицевая гладь, полотно скручивается. Так вот, чтобы оно нам не мешало, загибаем на обратную сторону немного. Впоследствии можно и побольше загнуть. Берем шпильку. И закрепляем. Шпилька всегда выручает. И далее вяжем как обычно темным цветом. Вот еще раз хочу показать. Не сюда в отверстие вводите, а вот за боковую петлю. Вот так получается. И тогда край ровный. Закрываем. Здесь мы перекручиваем с белым цветом только один раз. Голубая у нас там. Вот так поднимаем просто. И получилась перекрутка. Только один раз. Заканчиваем белым цветом. Белый цвет перекручиваем с голубым. И опять набираем. Давайте еще один ряд этот я с вами свяжу. Здесь мы тоже вот так перекрутили. Вяжем синим цветом. Закрыли одну петлю и затем по две. Дошли до белого цвета, поднимаем и закрываем белым цветом. Здесь мы тоже перекручиваем и опять набираем 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот так перекрутили. И далее опять
синим цветом. Вот таким образом. Значит, дальше вяжите самостоятельно до тех пор, пока у вас белого цвета будет 5 рядов. 1, 2, 3, 4, 5. Вот набрала я петли 5-го ряда. Смотрите, 1, 2, 3, 4, 5. Точно так же закрываем. Один раз перекручиваем. Закрываем белым. Остался последний столбик. Голубой цвет подтяните, потому что он может быть ослабленный. Вот немножко подтянули, без фанатизма. И голубым цветом провязываем. И это будет у нас первый столбик следующего прямоугольника. Вот такой прямоугольник получился. Вот. Теперь мы белый отставляем и будем набирать голубым цветом. Так, но у нас здесь синий посередине остался, а нам нужно им начинать с краю. Значит, сейчас будем вязать голубым цветом дальше. Значит, голубой укладываем на указательный, а темный цвет на средний палец. И так будет удобнее. Заходим в столбик. И перекручиваем. Теперь снизу берем. Теперь сверху. Снизу. Сверху. Вот всегда нить, которую вы больше вяжете, кладите на указательный палец. А компаньон кладите на средний. И вот, кстати, средним можно и подтягивать. Вот. Так, дальше вяжем. Последний столбик провязали. У нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17. А последний до 17 набираем синим цветом. И опять его закрываем синим. Затем голубым, перекручиваем один раз и перекручиваем второй раз.
Вот, и синий у нас встанет как раз здесь, над ним. И дальше вы вяжете точно такой же прямоугольник. Для того, чтобы знать, прямоугольник у вас получился или нет, вам нужно, допустим, каким-то одним цветом, то ли голубым, то ли синим, связать, насколько петель у вас будет. И вот так сложить. Значит, единственное, что вот этот наборный ряд может сюда не входить. Поэтому не пугайтесь, вот так сверните. Если у вас прямоугольник получился, вот исходя из этого и делайте расчеты. Последний провязали столбик. И белую нитку обязательно перекрутите. Потому что мы потом будем вязать точно такой же прямоугольник дальше. Вот. И дальше вы вяжете точно так же, как вязали ранее. Довязала я очередной квадрат. Вот у меня их 3. И теперь мы должны ряд закрыть. Вы вяжите столько, сколько вам нужно. Я вам сейчас расскажу, как сделать расчет для пледа или для половика. Кстати, обращаю ваше внимание. Смотрите, голубым цветом я вязать закончила. Но я его все равно тянула в самый верх. Вот видите, как нитки на обратной стороне располагаются соединением. Вот, голубую я до верха дотянула. Вы поймете, почему я ее оставила. Вот, закончили мы ею вязать. Оставляем хвостик и отрезаем. Потому что пряжа нам нужна будет еще полосу вязать. Но оставили. Теперь закрываем. Вывязываем одну воздушную. И вот таким образом закрываем. Последний столбик берем, а закрываем другим цветом. И видите, петля уходит туда это. Вот здесь последний столбик. И закрыли. Закрываем. И теперь мы будем с вами вязать еще одну полоску. Так, что хочу сказать. Вот у меня спрашивают, как рассчитать на плед, сколько нужно пряжи. Для этого вы берете подходящую, допустим, по толщине пряжу, которая у вас есть. Ну, желательно, конечно, 3 цветов. И связать квадратик. Вот, связали. Дальше
Вот связали вы квадрат. Так, вот он где-то у нас. Ну, это схематичное, да? Значит, это у нас белый цвет, это голубой, это темно-синий. И теперь вы должны измерить. И теперь вы должны измерить, сколько здесь сантиметров. И здесь тоже. И дальше вы уже высчитываете, сколько вам нужно квадратиков таких. Надеюсь, это понятно. Теперь вы должны один квадратик распустить и замерить нитки. Вот, допустим, этот цвет распустили, замерили. Этот цвет распустили, замерили. И этот цвет распустили, замерили. И уже высчитываете, какой метраж у вас пойдет на квадрат, допустим, одного цвета. Вот, допустим, сколько метров у вас уйдет на голубой цвет. Сколько метров у вас уйдет на синий? Какая длина будет белого цвета? И вот эти параметры вот сюда поставите и рассчитаете. И по этим своим данным вы посчитаете, сколько вам нужно пряжи. То есть, если вот это у вас, допустим, метраж голубого цвета, значит, вы умножаете на количество квадратиков. И получаете, сколько вам нужно. Если это у вас метраж этого цвета, синего, значит, тоже умножаете на то же количество квадратиков. Ну и, естественно, белый. Вот так рассчитать очень легко. Но, опять же, не забывайте, что вам еще нужна будет обвязка. Теперь берем пряжу того же цвета, что вот эта часть у нас связана. Вот у меня голубой, я беру голубой цвет. Крючок вводим в самый край. Вот здесь петля. Вот надо в нее ввести. Вот. И набираем точно так же. И вот этот хвост, как я говорила, оставляйте подлиннее. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. То есть мы набираем столько же петель, сколько набирали и здесь. И точно так же из этих петель набираем другие петли. И должны набрать 17 петель.
Набрала я 17 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17. Затем берем нить вот такого цвета, какой у вас там будет. У меня синий, темный. Значит, я беру темный. И вот сюда, в последнюю петлю, вывязываю еще одну петлю. Дальше. Обычно мы всегда с вами вяжем как? Вот за крайнюю петлю, вот сюда, и соединяем. В принципе, это неправильно. Мы с вами провязали лицевой ряд, теперь мы будем вязать изнаночный. Поэтому мы должны, вот он изнаночный ряд, где проходит. Видите? Вот мы закрывали петли. Мы должны вот сюда вводить крючок. Вот между этих петель горизонтальных. Так виднее будет. Вот этими петлями мы закрывали ряд. Вот между ними мы должны вводить крючок. И закрывать. Так, один столбик мы закрыли. Дальше, как всегда, берем светлую нить, перекручиваем, закрываем один столбик и еще раз нужно перекрутить. И дальше закрывать. И так до конца ряда. Давайте еще один раз я вам покажу соединение и обращу ваше внимание на некоторые нюансы. Давайте наберем снова петли. Шестнадцать. Так, поднимаем синюю, перекручиваем. И вот сюда набираем синим цветом, то есть идем на увеличение. Так, как я сказала, вводить нужно крючок вот сюда, между петель. То есть мы с вами начинаем вязать изнаночный ряд. И вот так соединять. И тогда у вас будет вот здесь край ровным. Вот здесь внизу. И когда вы дойдете до верха, здесь у вас будет четко ровный край. Значит, в пряже вот в такой, в обычной, попасть в центр легко между этими петлями вот сюда. Если вы будете вязать коврик из полиэтиленовых пакетов, тоже можно попасть легко сюда внутрь. А если будете вязать из шнура, вот у меня есть пряжа такая, рукодельница, пряжа для ручного вязания. Вот. И я вязала им коврик для ванной. Вот видите, он 3D. С этой пряжей работать тяжеловато. Поэтому
при вязании этой пряжи я соединяла вот сюда, за столбик, вот сюда. Здесь у меня выровнялось, а вверху получилось ниже немного. Потому что у меня заканчиваться будет вот здесь. Поэтому, значит, я вам покажу, как выровнять край, если будете вязать из полипропиленового шнура. Все, дальше мы с вами также вяжем, как обычно. Значит, вот связала я вторую полосу, 2 квадрата. И заканчиваем. Вот я сейчас нахожусь вот в этом месте. Здесь. Допустим, вы вязали квадраты, там сколько-то у вас еще. И вот вы предпоследний связали, а это будет последний. И вот здесь мы находимся. Вот в этом месте. Если вы вяжете, крючок вводите вот в это место, то есть между петель, вот сюда, как я вязала, вот так соединяете, видите, между петель, то в конце вы попадаете вот в эту петлю, вот сюда, в изнаночную. А когда будете ряд закрывать, у вас ряд будет ровный. То есть у вас квадрат получится четко ровный. Вот так. Если бы вы вязали за тунисский столбик, вот за крайний вот этот, вот таким образом брались, да? Все время там, допустим, от самого низа и вверх, вот так бы брались, то, видите, у меня последний ряд, вот он, 5 белых рядов, уже не совпадает. Уже изнаночный ряд пропущен. Допустим, мы вводим сюда крючок, но опять он сдвинется. И мы закончим с вами вот здесь. Вот петля. Это уже проверено. Вот здесь мы закончим. А когда будем закрывать петли, последний ряд, то мы попадаем вот сюда. И у нас край не будет ровным. Поэтому, если вы вяжете вот за эти петли, что вам нужно сделать? Вы, допустим, вот за петлю зашли, закрыли ряд, там дальше провязали, и следующий ряд вам нужно цепляться не сюда, а вот сюда. То есть один ряд вы должны пропустить. Вот. Еще раз повторю. Это в том случае, если вы беретесь за петли. Не в петлю вводите, а за петли. То вам один ряд пропустить надо, а вот сюда браться, соединять.
И тогда у вас край будет ровным. Ну, а я также и буду продолжать вводить крючок между этих петель. Вот. И так вяжем до конца. Вот смотрите. 1, 2, 3, 4. И еще один ряд мне нужно провязать. Я набрала петли, да? Значит, вот сюда я ввожу крючок. И соединяю. И у меня остается провязать один ряд. И я как раз попадаю вот в это место, соединять буду. Вот последний изнаночный ряд. И когда я буду закрывать петли, ряд у меня как раз совпадет. Значит, вы, когда здесь будете переход делать, посмотрите, если тянуть не будет, стягивать, значит оставляйте. Если будет тянуть, лучше скорректировать вверху. То есть один ряд пропустить и подогнать. Ну, в общем, там посмотрите как. Ну, вот такой нюанс получается. За счет чего это? Вот смотрите. Если мы будем набирать вот под петлю, у нас петля вниз уходит. Вот это. Когда мы будем соединять, она уходит вниз, а должна быть вот здесь. Поэтому вы либо в конце скорректируйте, значит, либо войдите вот сюда, либо сюда поднимитесь наверх, вот так. И тогда уже вы выровняете. После того, как закончили закрывать последний ряд белым цветом, нитку не отрезайте. Мы ею будем обвязывать плед. И закрываем синим цветом. Вот заканчиваю я закрывать последний ряд. И вот видите, вот здесь у нас была одна петля воздушная. Вот сюда в нее и входим. И вот видите, у нас край этот ровный. Вот такой узор получается. Итак, закрыла я последний ряд. Значит, вот они, все хвосты у нас тут. Единственную нитку я, которую не отрезала, это белый цвет. Эти все отрезаны. Теперь мы должны обвязать. Ну, это мое мнение, каждый там уже будет по-своему обвязывать, кто как. Если обвязку делать, допустим, синим цветом, вот здесь, по этой стороне, синего нет, можно обвязать. Но когда мы пойдем в другие стороны, здесь есть синий, будет сливаться. Если обвязывать голубым, здесь голубого нет, выделится квадрат, но он здесь есть. Точно так же белый.
Поэтому я что решила? Ну, вы уже будете сами думать. Где нет, допустим, синего, вот эту сторону и эту, я буду обвязывать синим цветом. А эту сторону буду голубым обвязывать. А потом уже буду делать обвязку белым цветом. Причем обвязывать начну с изнаночной стороны. Вот переворачиваем наизнанку. Вот видите, все петли. Хвостов нет, все хвосты здесь. Мы их сейчас будем в обвязку убирать. Значит, так, здесь у нас голубой и голубой. Вот здесь. Значит, мы пройдем здесь голубым цветом и здесь голубым. Я возьму обычный крючок. Вот. Беру голубую нить. Воздушку. И вот эти хвосты мы будем прятать в обвязку. И когда вы натянете, хвосты у вас внутрь уйдут. И вот таким образом мы отделим. Видно будет, что узор заканчивается. Чтобы не сливалось. Как вот я раньше показывала 3D. Цветом одним обвязывала, оно сливалось. Значит, я голубым цветом обвязываю эту сторону и обвязываю эту сторону. Когда дойдем, где-то у меня тут белая пряжа оставалась, клубок, вот. Когда дойдем до белого цвета, я вам покажу, что делать. Давайте я вам покажу, как спрятать хвостик внутрь. Вот, допустим, мы с вами обвязываем. Довязали, да? Дальше что делаем? Немного вытягиваем. И подрезаем под конец вязания. Потом растягиваем. И хвост ушел внутрь. Кстати, на что хочу обратить ваше внимание. Видите? Я обычным крючком вяжу 2,5 миллиметра. Обвязку делаю. Дошли мы до уголка. Как вы знаете, в угол надо провязывать 3 столбика. Какие вы вяжете с накидом, без накида. Но надо в угол сделать 3. 2, 3. Чтобы получилось скругление. Вот дошла я до белой нитки. Вот так перекручиваем.
И заканчиваем. И вот в уголок мы должны провязать 3 столбика. Но тут решать вам. Вот 1, затем почти 2. Ну, эту сторону я буду обвязывать нитью синего цвета. А вам уже решать. Вот, поскольку я буду обвязывать синим цветом, я закрою вот так. И 1 столбик провяжу синим цветом. И теперь синим цветом буду обвязывать одну сторону и вторую. Ну вот, довязала я синим цветом до конца. Сюда столбик еще один дополнительный, чтобы угол был прямой. Дальше вы смотрите сами, как вам вязать. Либо еще ряд провяжите поворотный, то есть вы поворачиваетесь, вот вывязываете одну воздушную петлю и поворачиваетесь. И вяжете по лицевой стороне. Можно так вязать. Вот опять в угол сюда. 1, 2, 3. Дальше под каждую петлю. Вот так можно обвязать, еще ряд дать. И выровняется у вас. То есть полотно уже не будет закручиваться. Обвяжете синим цветом или каким вы там выберете. Вот. И здесь, если вы нитку еще голубую не обрезали, то вяжете голубой ниткой. Значит, я дальше вязать так не буду. Вот у меня здесь закончено. Выровнялось. Теперь вот эти нитки, которыми мы обвязывали, как убрать здесь хвосты. По крайней мере, как я делаю. Вот иголку ввожу. Это на тот случай, если хвостик, видите, коротенький. Можно побольше. Вот так. Потом берем нитка-продергиватель. Сюда. Здесь мы должны немного вытащить, иначе игла не пойдет. Вот так вытащить. И теперь уже продергивать. Подтянуть. Обрезать. И растянуть. Точно так же поступаем с этим хвостом. Убираем в его цвет. Ну а я перехожу к белому цвету.
Буду обвязывать им, причем тоже по изнаночной стороне. Вывязываем одну воздушную и вяжу по изнанке столбики без накида. Почему вяжу по изнанке? Чтобы у нас полотно, вот видите, закручивается, чтобы оно стало ровнее. И вот сюда в угол, как всегда, вяжем 3 столбика. 1, 2, 3. И переходим на другую сторону. И так по всему периметру обвязываем. А затем уже смотрите сами. Если у вас полотно не скручивается, можно обвязывать по лицевой стороне узором каким-то. Ну, я вам покажу, как буду я обвязывать, а вам уже решать. Ну вот, закончила я обвязку по изнаночной стороне. Вот так у меня на лицевой получается. Вот такие пирамиды. Ну, как я сказала, вот этот ряд вы можете по-своему вязать. Я решила так, что здесь темным, а здесь светлым. Так, дальше. Как буду вязать я? Вот я на изнанке. 1, 2, 3. Теперь поворачиваюсь на лицевую сторону. Вот здесь мы провязали 3 воздушные петли. 1 петля подъема была. 2 петли это арка. 1 петлю пропускаем, вот эту, а в следующую вяжем столбик без накида. Теперь вывязываем 2 воздушные. 1, 2. 1 петлю пропускаем, в следующую вяжем столбик без накида. 1, 2. И вот здесь у нас угол. Значит, столбик без накида вяжем прямо рядом в следующую петлю. Без пропуска. То есть сделали поворот. Опять 1, 2. А теперь уже петлю пропускаем. Будем вязать в следующую. Столбик без накида. 1, 2. Петлю пропускаем. Столбик без накида. То есть мы с вами обвязываем рачьим шагом. Вот. В общем, вы смотрите. Может быть, вам хватит одного рачьего шага по всему периметру. И, может быть, уже больше не будет закручиваться. Значит, вяжем дальше самостоятельно. Не забываем вот здесь на углу вязать точно так же, как я показывала и здесь. То есть делать скругление. Вот закончила я обвязку рачьим шагом. Значит, смотрите, он до сих пор еще скручивается. Поэтому вы обратите внимание, может быть, вам нужно вязать столбики без накида какое-то определенное количество. Вот можно, допустим, только белым потом один ряд связать вот голубым и синим, как я. Ну, вы там уже сами решаете.
А белым нужно вязать несколько рядов. Вот я один только провязала, можно несколько. И последний ряд. Значит, поскольку еще скручивается, что я делаю? Вывязываю одну воздушную. Поворачиваюсь наизнанку. Теперь что мы делаем? Я, по крайней мере. Вот за первый элемент вывязываем соединительную. Затем вот здесь у нас вот так петля. Соединительную. 3 воздушные. 1, 2, 3. Накид. И вот за эту, под эту соединительную вывязываю 1 столбик с накидом, 2, 3. Дальше вот за следующую цепляемся петлю, вывязываем соединение, за следующую петлю тоже соединение и 3 воздушки. 1, 2, 3. И вот здесь в отверстие вяжем 1, 2, 3. Так, в следующую. Вот она петля. Соединительную петлю. В следующую тоже соединительная. 1, 2, 3. И вот видно хорошо отверстие. Вот сюда вывязываем 1, 2, 3. И вот на лице так будет. Все. То есть мы с вами обвязываем по изнаночной стороне, чтобы полотно не скручивалось. Вот мы и закончили с вами вязать 3D узор, который очень хорошо подойдет для ковриков в ванную или коврик в прихожую, а также можно плед связать. Вот видите, получаются усеченные пирамиды. А так уже смотрится по-другому. Всего вам доброго. Спасибо за внимание.